Представители знака зодиака Дева. Девы мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, коридор затмений. Солнечное и лунное затмение с 14 по 28 октября. В период между затмениями мы будем словно находиться между узлом прошлого и узлом будущего. Солнечное затмение в весах может обнажить ту ситуацию, которая складывалась уже где-то с весны, с апреля месяца. Что-то уже весной, может быть, вас не устраивало, пошло не так. И последующий период, как раз с апреля по октябрь, мог добавить каких-то событий, новостей. И словно нас что-то подводит к итогу. Мы можем признать, что пропало взаимопонимание, может быть, с коллегами на работе или в отношениях чувства прошли, да? Финансы как-то тут вот как раз проигрывается ось отношения и финансы, потому что солнечное затмение у нас в весах – это где-то вопросы семьи, вопросы пары, вопросы дипломатии. А лунное затмение и по луне это вообще ничего не понятно всегда, это больше эмоций. Это происходит в знаке Тельца, который как раз за благополучие и финансовую стабильность и отвечает. Поэтому вот есть такая как развилка судьбы, или может быть по тому или иному вопросу. И может быть кому-то захочется отойти от тяжелого бремени и построить вот какую-то свою отдельную историю жизни. В эти даты с 14 по 28 кульминация итога может быть в наших представлениях вообще о жизни, об отношениях. И как быть дальше, мы можем себе такой вопрос задавать. Либо что-то усовершенствовать, работать над улучшением как отношений, так и увеличением заработка. Или же все завершить и какую-то новую историю, новое направление выбрать. Давайте спросим подсказки у карт. И мы достанем, я уже приготовила колоду, мы достанем, первая карта у нас будет энергетика солнечного затмения, и вторая карта будет энергетика лунного затмения. Вот что нам подскажут? Солнечное затмение и лунное. Что будет либо кульминацией, либо что-то для вас будет актуальным, как видят карты. И мы достанем еще одну карту. Это вот как раз междусловно для баланса важное событие, может быть связующее событие. Или что в центре внимания может находиться в этот период. Давайте достанем карту неожиданности, которые могут быть. И энергетику. Вот если мы говорим ось отношения, финансы, так вот мы рассмотрим отношения конкретно. Что по финансам? Что нас будет радовать? И это ведь не просто вот этот вот период октября с 14 по 28. Если мы говорим, это как какая-то кульминация или наше решение. Это может свидетельствовать, кстати, о событиях, которые произошли уже в конце сентября или после. И вот последнюю карту мы достанем как совет от карт или что дальше, ну что-то ж нам подскажут карты. Итак, давайте мы узнаем. Карта музы, карта вдохновения, карта каких-то новых возможностей и не просто сами по себе возможности, они как будто нам нужны для заработка. Вы можете думать, что ваша работа, которая была до того, она вам не приносит вдохновения. Вы захотите именно что-то, не обязательно работу поменять, а добавить какой-то нюанс, чтобы с удовольствием идти на работу. Может быть и так. Для кого-то из вас это будет вообще новое творчество. Все-таки больше проигрывается эта карта именно с нашим ремеслом. Либо что-то мы делаем вот с упоением, да, не случайно карта вдохновения, карта музы. Или пусть это даже ваша профессия, но которой мы тоже занимаемся и не замечаем, допустим, если нам приходится какую-то работу переделать. Нам нравится этим заниматься в принципе, и мы получаем соответствующий доход. Вот есть такой момент. Хотя для кого-то из вас эта карта будет означать знакомство, когда вы оцениваете человека с положительных эмоций, которые вам он приносит, и одновременно какова финансовая составляющая. И что вы как будто даете, и что получаете взамен. Насколько щедр в вашу сторону человек. И если вы сами человек щедрый, вы можете прийти к выводу, а такой же монеты мне отвечают. Или это как-то иначе. Вот здесь вот по-разному по этой карте у кого-то действительно отношения в личной жизни, а у кого-то это под смысл вашего творчества или вашей работы. Это
те вопросы, которые в прогрессе как будто у нас идут. А что же с лунным затмением? Карта башня. Знаете, с одной стороны, нам вот просто может быть страшно что-то менять. Или в каком-то привычном русле идут ваши уже устоявшиеся, может быть, привычки, или то, что мы всегда, вот то, что нас окружает, нам придает, может быть, уверенности. И вообразить, что мне сейчас вот все вот как-то так на 180 градусов развернуть, ведь будут возможности. С этой мыслью сложно даже смириться. И есть такой момент, что может одолевать страх. Для кого-то из вас, если мы говорим 28 октября, и это старший аркан башни, с одной стороны, посыл идет такой, что прообраз башни – это какая-то зона ограничения, это вообще тюрьма, это то, что нас сдерживало прежде период, а теперь как будто она рушится, стены рушатся. Мы свободны, в первую очередь, это значение свободы, но никто не знает, что с этой свободой делать. И первый момент – собой не рисковать. Может быть, в первую очередь даже по этой карте могут проходить обстоятельства непреодолимой силы или то, что приходит к нам извне, с какими-то событиями, может быть, в той местности, где вы проживаете, или, может быть, события на вашей работе по месту службы, какие-то перемены происходят, с которыми вы все равно сталкиваетесь. И вот эти события извне, они будут действительно откладывать какой-то отпечаток на вас, на продолжение ваших планов, на какой-то ваш прогресс и на ваши возможности. Давайте откроем карту, которая посередине. Видимо, я так вижу, по крайней мере, как раз даже если все рушится, мои дорогие девы, для вас среди вот этого хаоса и разрушения, среди этой башни, может быть как раз много возможностей. У нас карта иллюзорного успеха, и показан человек, которого буквально глаза разбежались. Мы можем что-то стоять ожидать, да, или если мы спросили все-таки, что в центре внимания, какие-то новые открывшиеся возможности, но мы пока не знаем, что с этим делать. Вот буквально если так. Или этих возможностей много, какую выбрать, как не просчитаться. Или вы будете стоять в связи с какими-то изменениями извне, во внешней среде, вокруг вас, что окружает. Или это может быть связано с людьми, с вашим социуме или с вашим окружением. Происходят тоже перемены, для вас открываются какие-то возможности, но пока непонятно, что выбрать. Тут как будто выбор есть, и мы должны выбрать одно. А нам как будто может хотеться 7, да, вариантов. Но должна еще и напомнить такой момент, по нумерологии 7 это всегда какая-то перезагрузка. Это пауза, когда мы себя не тормошим, мы что-то не ускоряем. А следом у нас идет как раз аркан башня. И поэтому, если мы поторопимся, мы вовремя не увидим как какого-то подвоха. Или, может быть, изберем не то направление. Или с чем-то можем просчитаться. Или мы словно можем долго выжидать чего-то и потом тоже опоздать. Тут в моменте здесь и сейчас будет очень важно как будто решить, когда действовать, а где, может быть, действительно сбавить ходу и не тормошить ни себя, ни ситуацию. Здесь больше будет помогать, с одной стороны, вдохновение, с другой стороны, холодность ума. Посмотрите, даже на вдохновение карта достаточно холодная. И семерка-то кубков тоже холодная карта, такая голубая, голубо-синяя. Она призывает нас к тому, чтобы эмоции мы где-то охладили. И тогда, даже если какие-то происходят ситуации вокруг нас, мы примем определенно важные решения. Но есть то, что вы хотите, так вот, чтобы суммировать, осуществить, а есть еще какая-то реальность, которая к вам приходит, ну, вот так вот немножко все меняя, может быть, ваши планы. Давайте мы посмотрим неожиданности. А нам говорят, а ты научись плавать в этих неожиданностях. У нас манипулятор, жонглер показан, который подбрасывает пентакли. И по этой карте ничто так не постоянно, как перемены. И нам как будто научиться нужно жить среди перемен. Когда сегодня одно, а завтра другое. По этой карте мы надолго, вполне вероятно, не останемся в той местности, где мы собирались. Или мы можем изменить какое-то свое направление. По этой карте
Вполне вероятно, может быть, так обстоятельства складываются, мы себя пробуем в новом деле, и у нас получится лучше, чем у профессионалов. Это важно. Почему? Потому что, начав экспромтом что-то новое, нас как будто либо заметят, либо увидят, да, то есть мы себя с нуля можем зарекомендовать, либо для вас это будет посылом переключиться на занятие совершенно иного рода, где будет вас, скорее всего, либо материальный какой-то успех, эквивалент ожидать, либо совершенно другой интерес и качество жизни. И такое тоже может быть. От чего-то не отказываться. По двойке пентаклей быть легким на подъем, быстро реагировать на меняющиеся условия. Вот, наверное, это будет очень важно. Не застревать где-то в том, что вот у нас как по карте башня, да, я сказала, что мы к чему-то уже привыкли, у нас что-то сложилось, а тут перестраивается какой-то порядок. Так у нас сейчас действительно время такое сложное, когда и структура, и порядок, и иерархия. Тут много таких пунктов очень важных, существенных, которые могут вменяться в нашей жизни или в жизни каких-то людей, с которыми мы, допустим, взаимодействуем. Или на работе какие-то тоже могут быть изменения. И нам подстроиться под этот самый порядок будет самое правильное, извлечь для себя что-то ценное, хорошее, доброе, как мы можем этим воспользоваться. Вот как будто для вас это не неожиданности, а возможности себя попробовать в новом деле. Буквально, может быть, и по работе, правда? Такая ситуация, когда какая-то реструктуризация идет. Но для вас, мои дорогие девы, это будут новые варианты сотрудничества и заработка. Давайте мы посмотрим, что по отношениям. Ну, я так вижу, что у кого как сложилось, наверное, до этого периода, может быть, и сентябрь, как будто мы не хотим ничего менять. Или по карте повешенного, с другой стороны, для кого-то может, правда, быть такое, как я не хочу никакие отношения строить. Я не хочу создавать себе, как будто есть такой эквивалент. Как только начну строить что-то, буду в тупике или буду в зависимом состоянии, в положении, буду от кого-то зависеть, а у меня сейчас масса планов с учетом принцессы кубков. Или должен или должна, правильно, отношения, они обязывают уделять внимание как минимум своему партнеру, а если это семья и дети, так и подавно. А здесь у нас какой-то, может быть, творческий проект, и мы себе скажем, ну, может быть, попозже. Вот правда, тут двояко. Либо вы человек уже, который живет в паре, и тут просто не будет каких-то перемен. Для кого-то из вас проиграется как раз прежние отношения, когда не было взаимопонимания, и с элементом жертвенности аркан повешенного проходит. Это я был как в какой-то зоне ограничений, или я была как в каких-то рамках постоянно, и я так тоже больше не хочу. Но вот у каждого, наверное, по отношениям по-своему, но выход из какого-то тупика, он как будто предусмотрен. Давайте мы посмотрим, что у нас по финансам. А финансы нам как раз выпадает тройка жезлов. И по этой карте, когда мы с большим оптимизмом, это карта прогресса, смотрим вперед. Новые возможности заработка, правда, у вас проиграются. И полагается, как будто будет рост или тот самый прогресс. Поэтому, если мы смотрим на деньги, на финансы, чем-то мы можем заняться в этот период, мои дорогие. Причем так вот спонтанно мы и не думали, обстоятельства так складываются. А в последующем для вас это будет как и новая должность, так и новые способы заработка и вообще какой-то прогресс с новым интересом и с новым вдохновением. Не отказывайтесь. И даже если поначалу как-то темновато, непонятно ситуация выглядит, а для вас там как раз новый вариант для себя самого или самой вы можете найти, как развить свои таланты. Или, кто знает, миссию в чем-то мы свою найдем. Есть в этом определенный какой-то плюс. Или вдохновение выразим. Или в том, в чем вы эксперты. И туда, даже ведь если мы с нуля как будто начинаем, или в чем мы не чувствуем себя профессионалами, и у нас все равно получается даже лучше, чем у тех, кто занимался, может быть, этим вопросом длительное время. Давайте мы узнаем, а что же радует. По девятке жезлов нам карта говорит только о двух моментах. Вот вам не первым выпадает эта карта, и, видимо, имеет это смысл как раз на коридор затмений. Как будто мы, первое, занимаемся тем, что мы можем просчитать, и действительно нам идет во благо, чтобы чего-то не упустить. И второй момент. Если нам что-то угрожает, понятно, мы тоже включаемся в какие-то вопросы.
Во всех остальных случаях, как будто нас не должны застать врасплох, и ничто не должно ускользнуть от нашего внимания. И если в этой колоде карт у нас просто воин такой ресурсный показан, в классической колоде Таро это воин с перевязанной головой, который уже имеет боевой опыт. Так вот, иногда эта карта говорит, какую-то ошибку мы не должны повторить. Может быть, мы от чего-то не должны отказаться. Или с чем-то поторопиться. Или подобная ситуация по работе, может быть, когда будут возможности как-то себя проявить. Или, наконец, решить, что я теперь занимаюсь где-то любимым творчеством, хобби, ремеслом, чем я всегда мечтал заниматься. И это перед вами откроет, повторяюсь, как и новые перспективы для души, понимаете, это здорово. Так и для заработка тоже, для кармана как будто тоже будут прогрессии какие-то бонусы. Давайте мы узнаем. Совет от карт. И еще раз, принц Пентакли – это тот марафонский забег, или это то дело, которое мы начинаем как проба пера, да, или вот как у нас этот жонглер по двойке Пентакли изображен. А в последующем для нас это выливается какой-то, как и материальный доход, так и какую-то прогрессию на длительный период времени. Это тот забег марафонский, о котором я сказала, который лет на 10-20. То есть мы можем попробовать себя словно, или, может быть, нам будет предложено, или вариант какой-то будет, или оказия будет. Может быть, будет такая оказия или возможность, потому что у кого-то случилась эта башня, а для вас это какие-то новые возможности. И тогда мы построим настолько свой прочный фундамент успеха с какой-то геометрической прогрессией по карте принца Пентаклей, если мы будем внимательны к деталям. Когда мы подмечаем какие-то мелочи, по сути дела, мелочей вообще нет. И мы ведь будем не одиноки на нашем поприще в том плане, что принц Пентакли, эта карта подразумевает, что у нас как будто есть и люди, которые нас могут поддержать, прийти на помощь. И иногда по этой карте как будто нас могут поддержать финансово или просто. Эта карта иногда означает получение денег. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы и любимы всегда.